Всем привет! Вы на канале КВ Ровер. С вами Влад. Видите, темно и страшно. На самом деле не страшно. Я в Москве, недалеко от метро Шабловская. А иду я в сторону Москвы-реки, в сторону Андреевского пешеходного моста. Сегодня погуляем по Москве, и будет нюанс. Я не буду лезть по всяким буеракам и пересекать Москву-реку. Я буду по специальным мостам, пешеходным, благоустроенным. Подошли к Ленинскому проспекту. Сейчас, наверное, здесь надо перейти. Да, переходим здесь. Прошли мимо этого небоскребика. И вот Ленинский проспект. Сейчас в подземный переход. Вот та линия огней на той стороне Ленинского проспекта практически, почти точно выводит к мосту. Но он, по-моему, чуть-чуть в стороне от этой линии. И заходим в парк Горького. А мост вот он там светится. Сейчас я снимаю на свою нормальную большую камеру. Отзумируем, и мы его увидим. Вот он. Мы идем туда. Вообще это место, скажем так, самый конец парка Горького. Дальше левее уже нескучный сад. Видите надпись? Нескучный ресторан. Именно в связи с садом, который левее там дальше начинается, в ту сторону. Так что подойдем мы к этому фонтану, а потом уже пойдем на мост. План такой. На ту сторону Москвы-реки по мосту. Вот там метро Фрунзенская и другие всякие интересные районы. И дальше, через тот самый район, я хочу перейти Москву-реку еще раз. И тоже по пешеходному мосту. Богдана Хмельницкого, он, по-моему, называется. Кстати, тоже у меня видео оттуда. Так, дошли до фонтана. Так, подсвечивается. Интересно. В сторону моста. Это замечательно. Но на него надо было раньше заходить. Да, придется вернуться. Ничего страшного. Вернемся. И как я туда зайду? Может, там подъем есть? Будет здорово, если этого не будет. Так. Идем. Погодка, конечно, осенняя, но дождя сейчас нет. Тут поливало, но сейчас нет дождя. Уже несколько часов как нет. Неужели он на ремонте? Ага, весело будет сейчас. Не, люди там ходят. А вот они идут, куда они идут? Как они оттуда будут спускаться? Интересно. А может, зря я не ломанулся-то туда. Ладно, сейчас посмотрим. Коли уж мы сюда пришли, надо осмотреться. Откровенно говоря, снимал я тут несчетное количество раз, не только на видео, но это одни из самых эффектных, наверное, мест в Москве в плане посмотреть вокруг. Небольшой обзор. Храм Христа Спасителя. Светится, это Крымский мост. Туда левее парк культуры, метро. Вот это сам парк культуры. Вот судоходство еще есть. Парад. Еще парад. Классно, он тарахтит. Прикольно, мне нравится. Пошел я искать заход туда. Какой-то одинокий электроскутер стоит прокатный. Смелее надо было. Все в порядке. Пошли. На подъем. Идти ли мне тут? Или идти ли мне там? Я думаю, ответ еще виден ведь, да? Здесь гораздо интереснее. Тогда надо выбрать сторону.
Ну там что, вот мост и мост, видите, такой коридор. Ничего интересного. Да. Пойду здесь. В ту сторону мы посмотрели. Пойду с этой. Карайб. Флотилия Редисон. Отель Украина. Ну, отель этот по науке называется Редисон, но по традиции его все равно Украина называют. Виды московские. Андреевский мост, корабли плавают. Вот еще один плывет. Редисон, видите, вот там на борту. Это такие яхты-рестораны. Вот это коллеги. Ну, какие, правда, они коллеги? Ну, может, блогеры, конечно. Ну, какой им коллега, если такие сейчас начну выделывать. В общем, не мой профиль. Ну, коллеги в том плане, что что-то тоже на мосту снимают. Штативчик у них там. Ну да, надо сворачивать. В общем, мост на реконструкции. Лифт. Можно было подняться на лифте, кстати. Там музычка. Это у тех ребят, снимающих чего-то хореографическое. Может, они тиктокеры. У меня, кстати, на тиктоке есть тоже канал. Но я так изредка туда выкладываю. А это мы Москву-реку пересекли. Фрунзенская набережная. Ну, возвращаться я к ней не буду. Вот этот маленький скверик, как зовется, не знаю. На карте я сейчас посмотрел. Но справа первая Фрунзенская улица. Еще чуть-чуть дойдем до Комсомольского проспекта. Его пересечем. И дальше по улице Хлезунова, по-моему. Если по памяти я правильно называю. В общем, наша цель выйти к мосту Богдана Хмельницкого. И опять на ту сторону. Речка так извивается, Москва-река. Там Киевский вокзал. И дальше двинемся в сторону Москва-Сити. А там будет мост Багратион. А мне вообще, да, мне надо туда немножечко левее взять. Вообще не людно. Или еще с работы все не приехали, или район такой. Но это мне нравится. Впереди Комсомольский проспект. Наверное, это его дублер. Куда мы вышли? Надо найти, как перейти его по науке. Пойду я как раз, как и намеревался, перейду в районе этого здания. Это дворец молодежи. Внизу там, прям под ним метро Фрунзенск. Улица Хлезунова уходит справа от него, туда, не туда. В нем идут мюзиклы. Ну, много чего, кроме мюзиклов. Но наиболее известные мюзиклы чаще всего идут там. Я туда ходил, по крайней мере, как минимум на мюзикл «Мамма Миа». Вот метро Фрунзенская, Муму, кафешка. Я там ел, не помню сколько раз. Но на видео этого нет. И сейчас туда я не пойду. Я дома поел. Да, как ни странно, не в Макдональдсе. Так бывает. Идем по улице Хлезунова. Только что пересекли Малую Пироговскую улицу. И еще чуть-чуть и будет Большая Пироговская улица. Переулок Хлезунова на этом закончится. Пересекли Большую Пироговскую. Улица Еланская впереди. До моста Богдана Хмельницкого остается совсем чуть-чуть. Ну, относительно, если идти быстро. Я пришел оттуда. Вот
Вот улица Еланская я ее пересек. И сюда я еще пересек еще одну улицу. Второй переулок Тружеников он называется. Кстати, церковь Архангела Михаила на той стороне. И вот я не по Еланской пойду, я решил идти по вот этому переулку второму, Тружеников. А потом иду направо на первый переулок Тружеников. Такие вот интересные названия этих переулков. Церковь не подсвечена, к сожалению. Но небо подсвечивается городом. Облака довольно низкие и плотные. А Москва так светится, что она подсвечивает любые облака, мне кажется. Не только низкие. Море огней. А улица этот переулок. Второй переулок Тружеников. Сейчас пойдет немножечко вниз, к набережной. На том краю виднеется уже Москва-Сити. Да, моя любимая Москва-Сити. Или как это? Мой любимый. Это что? Сити. Это Москва-Сити. Это же, как же сказать-то правильно? Бизнес-центр, наверное, да? Свернул я, вот, видно надпись «Первый переулок Тружеников». Я перешел на левую сторону, ну, по крайней мере для меня. Потому что на той стороне перекладывают тротуарный асфальт. А свернул я так вот почему. По идее, можно было спуститься на набережную. Но тогда мне пришлось бы там очень хитро-мудро подниматься на мост Богдана Хмельницкого. А так я на него зайду легко и элегантно. Здесь тоже что-то перекладывают. А, там асфальт, тут плитку. В общем, приводит в порядок. Благоустраивают. Здорово, кстати, когда небо так подсвечено. То есть получается даже, что в такую погоду, если дождь не льет, облака низкие, даже лучше вечернюю Москву снимать. Светлее, камере проще. Церковь. Проходим. Это Крестовоздвиженский храм. И мне налево Вражский переулок с цифрой 2, по-моему. Что-то там шумно как-то. Какой-то там дискач, что ли, справа. Наверное, ресторан какой-нибудь. Москва-Сити там светится. Спускаемся понемножечку. Надеюсь, я ничего тут сейчас не ошибусь. Мне главное сильно не спуститься, уж совсем до набережной, чтобы потом опять не подниматься. Ну, вроде пока все правильно. Второй Вражский переулок, да, так и есть. Надпись есть. Да, наверное, по науке надо вот туда пойти. Туда это уже набережная все-таки. Ну, туда, значит, туда. Ну, наверное, можно было как-то поумнее идти. Не знаю. А может, наоборот, это самый правильный путь. Ну, вот и мост.